Всем привет! Сегодня расклад без вариантов и посмотрим твой механизм саморазрушения. То есть посмотрим два желания, которые убивают друг друга в тебе. И давайте в долгий ящик откладывать не будем, сразу начнем расклад. Итак, какое же желание-то внутри тебя громче всего кричит? Ну знаешь, ты вернуться хочешь. Прям вот назад вернуться в то время, когда хорошо было. Когда еще не накосячила, когда еще не знала того, что сейчас знаешь. Только вот проблемка есть. Ты сама не понимаешь, куда именно ты хочешь вернуться. Каша в голове. Ты думаешь о прошлом, но мысли у тебя путаются. То ли я в детство хочу, когда все было просто, да, то ли в те отношения, которые, извини меня, просрала. То ли вот в тот период, когда еще в себя верила. И у тебя все смешалось. И ты цепляешься за какую-то вот размытую картинку счастья, которого, ну, честно говоря, и не было в том виде, как ты его помнишь. Память — это, знаешь, штука такая хитрожопая. Она выбрасывает плохое и оставляет все хорошее, если это не касается мужика. Если про мужика, то наоборот всегда. И вот сидишь ты, тоскуешь по времени, которое на самом деле было, ну, так себе. Просто ты забыла, когда тебе хреново было. И вот это желание, оно жрет тебя. То есть постоянные мысли о том, вот как было бы, если бы, да? Если бы не ушла, если бы не сказала, если бы другое выбрала. Вечное «если бы». И в голове у тебя вот эти альтернативные сценарии прокручиваются. А что, если бы я тогда вот, например, тому мужику сказала вот это? А вдруг, если бы я не вот это сделал? Знаешь, что самое обидное? Это тупик. Ну, потому что назад нельзя, как ты не хоти, назад нельзя, физически нельзя. И ты тратишь энергию на то, чего не существует. На фантазии о прошлом, которую уже не изменишь. И самое херовое, что ты даже не можешь четко сформулировать, чего ты сама хочешь. Просто вот общее ощущение. Раньше было лучше. А чем лучше? А почему лучше? Что конкретно хочешь ты вернуть? Ответа не будет. Потому что это не какое-то конкретное желание. Это побег. Побег от сегодня в размытое вчера. Ты не хочешь назад на самом деле. Ты хочешь сбежать от сейчас. От сейчасшнего времени. Слово «сейчасшнее» есть в кураптоновском языке. Можешь погуглить. От проблем хочешь убежать, от ответственности, которая сейчас, от необходимости решать хочешь сбежать. И прошлое тебе кажется спасением. Там же было проще, да, там же было понятнее, там же кто-то другой за тебя решал, если разговор про детство. Вот это желание орет громче всего. Типа «забери меня отсюда, верни меня туда, где надо было не самой что-то делать». Знаешь, туда же нет дороги, а ты все равно пытаешься ее найти. Какое желание второе прячется и тянет в другую сторону? Ну, ты этого вообще не признаешь. Ты хочешь денег, хочешь стабильности, хочешь материальной безопасности, да, хочешь, чтобы мужик был, который обеспечит, чтобы не надо было самой крутиться. И вот это желание, оно держит тебя там, где ты сейчас. То есть не уходишь с работы, которая бесит, потому что деньги. Отношения не бросаешь, которые давно мертвые, потому что он там за квартиру платит.
Город не меняешь, потому что там в другом месте непонятно, как жить. Вот эти деньги — это твоя клетка. Золотая, красивая, но клетка, как ни крути, клетка. И ты себе в этом не признаешься, потому что стыдно. Вроде как современная женщина, да, независимая, сама за себя. А на деле сидишь и терпишь, потому что материально зависишь. И вот этот страх нищеты, он из детства, кстати. Ты видела, как родители копеечки всякие считали, да? Как мама из-за денег нервничала. Отец как злился, когда их не хватало. И ты решила такая: со мной так не будет, я буду при деньгах любой ценой и покупать каждый день мороженку. Вот и сидишь теперь любой ценой. Ты не уходишь, потому что страшно остаться без ничего. Не рискуешь, потому что а вдруг не выгорит, да? Не начинаешь новое, потому что старое хоть как-то кормит. И вот это второе желание, оно вот прямо противоположно первому. Первое что говорит? Хочу назад, хочу сбежать, хочу по-другому. А второе говорит: сиди и не рыпайся, тут хотя бы кормят. Да, тут хотя бы стабильно. И вот они дерутся. Каждый день. Вот каждую секундочку. И ты разрываешься между вот этим «хочу уйти» и «боюсь без денег остаться». А результат — ты никуда не идешь. Ты на месте стоишь. Ноешь: жизнь не та, вселенная против, мужики козлы, но ты ничего не меняешь. Потому что первое желание тянет в прошлое, да, а второе приковывает к настоящему. И ты вот застряла посередине в этом болоте. Деньги стали твоим богом, которому ты приносишь в жертву свою жизнь, там, свое время, свои мечты, свою энергию. И ты этого не признаешь, потому что это некрасиво звучит. Почему они дерутся? Как их помирить? Тут все просто, ну и сложно. Понимаешь, ты можешь все, вот реально все, у тебя мозги есть, руки есть, способности есть, там какая-никакая, какие-никакие навыки есть. Ты не беспомощная. Ты зарабатывать умеешь, строить умеешь, там добиваться тоже умеешь. Проблема в том, что ты взяла на себя слишком много. Ты тащишь и прошлое, и настоящее, и чужие ожидания, и свои страхи, и все сразу, и надрываешься. Ты бурлак на Волге. Блин, люблю эту картину. Везде это сравнение я впихиваю. Ну вот прям вот передо мной, перед глазами вот эти мужики, да, которые тянут. Только ты одна, и ты женщина. Понимаешь? И желания дерутся, потому что ты не выбираешь. Ты хочешь и рыбку съесть, и на елку залезть, да? И в прошлое, и в деньги не потерять. И уйти, и остаться. Но это же нонсенс. Видишь, какие я слова знаю? Нонсенс это. Ведь так не работает. Надо выбрать одно и тащить только это. Сейчас ты несешь груз, который тебе не по силам. Один бурлачок на Волге не справляется. Корабль, он тяжелее. У тебя куча обязательств, которые сама на себя навесила. Страхи, которые тебе не принадлежат. Ожидания, которые другие придумали. Вот сбрось. Прошлое — это не твое. Его отпусти. Там нет ничего, там пустота. Ты цепляешься за воспоминания, которые уже не существуют. Страх нищеты — это тоже не твое. Это родительское. Они боялись, а ты подхватила. Но ты же не они, у тебя другие возможности, время у тебя другое, навыки другие. Ты заработать сама можешь, без вот этого мужика, который держит тебя на коротком поводке. Без той работы, которая душу высасывает, без вот этой стабильности, за которую ты платишь с собой. Помирить эти желания можно вообще только одним способом — перестать бояться. Там бояться остаться без денег, бояться, что не справишься, бояться, что прошлое не вернется. Да не вернется оно, и хрен с ним. Сложно будет, и хрен с ним тоже. Ты справишься, у тебя для этого все есть, только брось наконец-то этот корабль-бурлачок.
Он не твой и никогда твоим не был. Выбери одно направление. Вперед. Не назад, не на месте, а вот именно вперед. И иди туда налегке. Без прошлого за спиной, без страха в кармане. Тогда вот эта война закончится, потому что нечем будет воевать. Понимаешь? Если ты в проживании если ты в проживании арканов, то это все прорабатывается в шуте. И всегда помни, что я с тобой рядом.